Всем привет! Народная компания Xiaomi решила обновить один из своих самых продаваемых, легких, а также тонких смартфонов, а именно Mi 11 Lite. Совершенно новая модель получила название Xiaomi Mi 11 Lite NE Nov Edition. Также стоит отметить, что Министерство промышленности и информатизации КНР совсем недавно опубликовало фотографии нового смартфона Xiaomi, который должен выйти под названием Xiaomi CC11. И вот некоторые ресурсы неправильно идентифицировали данные гаджеты, говоря нам о том, что эти два смартфона совершенно одинаковые, но на самом деле это совершенно разные девайсы. Итак, Xiaomi Mi 11 NE представлен тремя версиями с каталожными номерами 2109-119DI для Индии, 2107-11-9DC для Китая и 2109-119DG, глобальный вариант для Европы в том числе. Кодовое обозначение этой модели Lisa. Новинка уже засветилась в базе данных китайского регулятора TENA. Мы получили ключевые характеристики, а также живые фото гаджета. Итак, основные фишки смартфона Mi 11 Lite NE — это отличный OLED-экран на 6,55 дюймов, процессор Qualcomm Snapdragon 778G, 12 ГБ оперативной памяти, а также 512 ГБ своей флеш-памяти. Основной сенсор камеры на 64 мегапикселя, аккумулятор емкостью 4160 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Конечно же, цена всего $300. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Стоит отметить, что на данный момент неизвестно, когда состоится официальная премьера новинки. Но если смартфон Xiaomi Mi 11 Lite NE уже сертифицирован в TENA, то это обозначает, что ждать его осталось недолго. Также по предварительным данным, в Китае стоимость модели в базовой конфигурации 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ своей составит 2000 юаней. Если перевести на нормальный русский язык, то это примерно $300, что, на мой взгляд, большой-большой плюс. Итак, смартфон Xiaomi Mi 11 Lite NE получил экран достаточно хороший OLED. Дисплей диагональю 6,55 дюйма, разрешение Full HD+, с кадровой частотой 90 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев. У этой технологии есть конкретный перечень довольно значимых преимуществ перед своим основным конкурентом LCD. Вкратце их можно перечислить примерно так. Меньше потребляемой энергии, черный цвет означает, что на пиксель вовсе не попадает напряжение, очень хорошее рассеивание света, что позволяет значительно расширить угол видимости, большая насыщенность цветов. Аппаратная платформа выступает от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 778G. Процессор производится с использованием 6-нанометрового технологического процесса силами TSMC. Эта платформа включает 8 ядер Creo 670 с максимальной частотой 2,4 ГГц и улучшением производительности процессора на 40% по сравнению с предыдущим поколением. Графический процессор выступает от Adreno 642L, также обеспечивает повышение производительности на 40%. Что касается производительности искусственного интеллекта, процессор Snapdragon 778G получил ИИ-процессор Qualcomm 6-го поколения Hexagon 770, который вдвое превышает по производительности процессор предыдущего поколения. То есть очень и очень хороший процессор Snapdragon 778G, на мой взгляд, заслуживает внимания. Что немаловажно, вариантов памяти будет 3. 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ своей флеш-памяти, 8, 256 и целых 12 ГБ оперативной и 512 ГБ своей флеш-памяти. Основная камера будет с 3 модулями, а основной сенсор выступает на 64 мегапикселя. А вот фронтальная камера выступает на 20 мегапикселей. Имеется аккумулятор емкостью 4160 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Аксессуар с максимальной выходной мощностью 33 Вт подходит для множества устройств с поддержкой быстрой зарядки. По заверению производителя, за полчаса новинка способна зарядить смартфон с аккумулятором на 4700 мАч до 64%, а полностью за какие-то 63 минуты. Благодаря поддержке протокола PD3.0 с его помощью также можно
дозаправлять такие гаджеты, как iPad и MacBook или Xiaomi Notebook Air. Гаджет получил ИК-излучатель, модуль NFC, в качестве операционной системы используется Android 11. Основные фишки системы — это пузырьковые уведомления, всплывающие окна со снимками экрана, управление умным домом, переподключение к Wi-Fi, запись экрана, расписание для темной темы. Габариты смартфона Xiaomi Mi 11 Lite NE 160 на 75 на 6,8 мм. Ну что же, ребята, первоначально, что хочется отметить, это очень тонкий смартфон будет, всего 6,8 мм, плюс-минус. Это очень круто. Это действительно будет самый тонкий смартфон, который я знал когда-либо, конечно же, за $300. Второе, что хочется отметить, это, конечно же, мощный энергоэффективный процессор. Потому что, как мы знаем, сейчас очень много пользователей говорят, что Snapdragon 888 не такой хороший процессор, как хотелось бы. Да, он мощный, да, он на максимальных настройках может выдержать любую игру, но он очень сильно нагревается. Это очень большой минус данного процессора. Но у Qualcomm сейчас очень много процессоров, которые могут предоставить достаточно неплохие характеристики. И данный процессор в Xiaomi Mi 11 Lite NE действительно заслуживает внимания. Второе, мы получаем достаточно неплохую камеру на 64 мегапикселя. Третье, мы получаем отличный, что немаловажно, аккумулятор, который имеет быструю зарядку. Заряжаем за час и пользуемся смартфоном далее. Но, на мой взгляд, действительно, Mi 11 Lite NE это достаточно неплохой смартфон. Учитывая OLED-экран на 6,55 дюймов, на мой взгляд, неплохо. Также хочу отметить, что 12 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт своей флеш-памяти хватит для всего. Можно загрузить все, что угодно и использовать данный смартфон на максимальных возможностях, что является большим-большим плюсом. Как вы знаете, Xiaomi Mi 11 Lite действительно получился очень и очень достойный смартфон. Его сейчас даже покупают очень много потребителей, фанатов, а также простых пользователей. Смартфон действительно заслуживает внимания. А компания Xiaomi не дурная, она изменила чуть-чуть название, сделала чуть-чуть другой внешний вид, добавила какие-то другие характеристики и выпустила смартфон, можно сказать, такой же, но чуть-чуть круче, чуть-чуть лучше, но за $300. То есть компания Xiaomi всегда предоставляла нам максимум возможностей за минимальные деньги. Ждем смартфон на обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.